Привет, друзья! Сегодня в выпуске я с вами подробно разберу по-настоящему горячую тему, зачем же в Германии планируют официально ввести совершенно новый опознавательный знак для автомобилей. Что конкретно означает загадочная та синяя буква L на дорогах и почему ее обязаны выучить даже самые опытные водители с многолетним стажем. Также детально проанализируем масштабную реформу правил дорожного движения, которую уже одобрило немецкое правительство Мерца, и выясним с вами, как новые онлайн-курсы и сокращение экзаменов призваны кардинально снизить стоимость водительских прав в категории Б. Но и это еще не все. Дальше вас ждет подробный разбор новой масштабной схемы мошенничества, которая распространилась по всей абсолютно Германии. Я вам расскажу, как злоумышленники подделывают письма от Deutsche Bahn, рассылая требования об оплате 63 евро за проездной Deutschland Ticket и атакуют клиентов Commerzbank. Мы с вами сегодня разберем главные признаки фишинга, и я дам четкие инструкции от Союза защиты прав потребителей, как защитить свои деньги и правильно заблокировать подозрительные переводы. Выпуск будет максимально полезным, поэтому, друзья, досмотрите до конца. Итак, представьте себе самую обычную бытовую ситуацию на немецком перекрестке. На светофоре наконец-то загорается долгожданный зеленый свет, а стоящая прямо перед вами машина внезапно начинает дергаться, катится назад и глохнет посреди полосы. Сзади тут же раздается хор клаксонов, водители начинают нервничать и совершать рискованные маневры, создавая именно ту опасную ситуацию на дороге. Уже в самом ближайшем будущем всю эту дорожную, скажем так, суету и нервотрепку призван прояснить один специальный синий знак на заднем стекле автомобиля, который отныне должен безошибочно узнавать каждый участник движения. Кабинет министров Германии с Фридрихом Мерцем утвердил внедрение нового графического указателя, то есть синей буквы L на белом фоне, который станет обязательным атрибутом для определенной категории транспортных средств. Этот символ официально обозначает начинающего водителя, который проходит расширенную практику и учится вождению непосредственно со своими родителями или, например, близкими родственниками, а не только накатывает плановые часы со строгим инструктором из сертифицированной автошколы. В юридической базе такое совместное обучение теперь классифицируется как любительское вождение. В рамках реформы ученикам законодательно разрешили проходить часть обязательной дорожной практики на обычной личной машине в сопровождении близкого человека. И вот, пока курсант тренируется на семейном автомобиле, эта машина в обязательном порядке должна быть оборудована хорошо видимой буквой L, как спереди, так и сзади, чтобы предупредить окружающих о том, что за рулем находится водитель, проходящий обучение. Технически этот новый дорожный маркер выглядит следующим образом. На ярком синем квадратном фоне располагается черно-белая латинская буква L, а прямо под ней монтируется отдельная обязательная табличка с крупной предупреждающей надписью на немецком языке «Учебная поездка». Эти элементы крепятся на бампере или стекле с обеих сторон автомобиля. Сама буква расшифровывается как обучающий, и для всех остальных участников движения это становится мощным, скажем так, визуальным сигналом, что за рулем находится новичок с небольшим опытом, от которого можно ожидать, друзья, неуверенных маневров или резкого торможения. На текущем этапе это пробное нововведение запускается Министерством транспорта для легковых автомобилей самой массовой категории Б. Но если этот эксперимент признат успешным, правила могут распространиться и совершенно на другие виды транспорта. Чтобы получить законное право повесить на стекло эту синюю букву L и сесть за руль семейного автомобиля, курсанту придется пройти серьезный предварительный отбор. Нельзя, скажем так, просто так взять, наклеить знаки и поехать кататься по автобанам. Сначала ученик обязан официально сдать теоретический экзамен в автошколе, откатать как минимум 6 полноценных практических уроков с лицензионным инструктором и пройти специальный совместный инструктаж вместе со своим будущим совершеннолетним наставником.
И, друзья, только после этого молодому человеку выдается заветное разрешение. Дальше начинается самое интересное. Курсант должен намотать с родственников внушительный километраж, не менее 1000 километров реального пути. Причем каждая такая поездка, вплоть до минут и маршрутов, должна заноситься в специальный бортовой журнал контроля. Но и это еще далеко не все. Как только заветная 1000 километров останется позади, всю эту любительскую компанию ждет промежуточный экзамен. Контрольная поездка, где на заднее сиденье подсаживается профессиональный инструктор и лично оценивает, насколько же безопасно ведет себя новичок на дороге. Если проверка пройдена успешно, курсанту нужно откататься еще как минимум 6 обязательных профессиональных уроков в автошколе и пройти финальную специальную экспресс-поездку для непосредственной подготовки к сдаче на права. При этом к самим наставникам государство предъявляет достаточно такие строгие требования. Сопровождающих лиц у одного курсанта может быть не более 2 человек, например, отец и мать. У этих родственников обязаны быть на руках немецкие права категории Б со стажем, внимание, не менее 7 лет. В официальном реестре Флейсбурга у них должно числиться не больше 1 штрафного балла, а за последние 3 года их ни разу не должны были лишать водительского удостоверения за серьезное нарушение. Само собой, во время таких семейных, скажем так, учебных выездов действует полный запрет на употребление алкоголя и других запрещенных для вождения веществ. Употребление алкоголя и каннабиса запрещено как для самого, кстати, сидящего за рулем ученика, так и для его сопровождающего наставника, который обязан постоянно контролировать дорожную обстановку и нести, соответственно, юридическую ответственность за безопасность. То есть, по сути, эта яркая синяя буква создана специально для тех, кто ездит позади или движется в соседнем ряду с такой машиной. Опытным водителям полиция настоятельно советует менять свое привычное поведение, как только они видят этот маневр в потоке. Эксперты рекомендуют всегда держать, скажем так, увеличенную безопасную дистанцию до автомобиля с буквой L, не поджимать их вплотную у бампера, не создавать дополнительных психологическое давление на перекрестках и не сигналить, если новичок замешкался на светофоре. Вместо этого нужно просто проявить терпение, ведь этот знак – это часть масштабной реформы министерства, которая призвана именно снизить стоимость получения водительских прав в Германии. На сегодняшний день получение водительских прав самой массовой категории Б в Германии превратилось в серьезное финансовое испытание и обходится человеку, я напомню, в среднем во внушительные 3400 евро. Чтобы снизить эту высокую стоимость и облегчить жизнь молодежи, министерство решило пойти на масштабные меры. В частности, автошколам официально разрешат преподавать всю теоретическую часть в режиме онлайн, полностью отказавшись от обязательных очных занятий в классе. Базу экзаменационных вопросов также планируют сократить с 1169 пунктов примерно до 840. Хотя эксперты из надзорной организации ТÜV уже выступили с предупреждением, что это может снизить уровень реальных знаний учеников. Серьезные изменения затронут и самую дорогую, то есть это практическую часть обучения. Вместо тех привычных 12 обязательных специальных выездов чиновники планируют оставить всего лишь 3. Одну поездку по загородным шоссе, одну скоростную трассу на автобане и 1 ночной выезд. Сам финальный практический экзамен тоже станет существенно короче. Чистое время вождения по городу уменьшится с 30 до 25 минут, а общую продолжительность теста сократят с 55 до 40 минут. Вдобавок ко всему, что я сказал, все автошколы обяжут раз в 3 месяца публично отчитываться о своих тарифах, чтобы независимые сайты и агрегаторы могли публиковать честное сравнение цен. Также в законе юридически закрепят использование современных цифровых симуляторов вождения, но исключительно как добровольную опцию для тренировки, а не как какое-то обязательное требование. Пока что эта новая система на дорогах Германии официально еще не работает, внимание, так как реформа находится на стадии согласования.
Буквально недавно, 4 мая 2026 года, напомню, профильное министерство впервые официально представило этот проект и постановление, а вот Кабинет министров утвердил их 20 мая 2026 года. Теперь этот документ должны одобрить Бундестаг и Бундесрат соответственно. Само любительское обучение с синей буквой L задумано властями как масштабный 5-летний, друзья, эксперимент, за ходом которого будут внимательно наблюдать специалисты. Председатель Федерального объединения инструкторов по вождению Юрген Коп предупреждает, что 6 стартовых профессиональных уроков может оказаться даже недостаточно для уверенной поездки в реальный поток. А родители в роли наставников, по его мнению, способны создать дополнительные риски, кстати, на дороге. Но, тем не менее, министр транспорта Патрик Шнайдер намерен завершить все согласования до конца этого года, чтобы новые правила вступили в силу уже буквально с начала 2027 года. К тому же, часть этих требований напрямую связана с директивами Евросоюза и должна заработать на территории Германии не позже 27 ноября 2027 года. Но громкие дорожные реформы и грядущее удешевление водительских прав временно уступают место экстренным предупреждениям из сферы кибербезопасности, которые прямо сейчас напрямую, друзья, касаются кошельков миллионов пассажиров по всей стране. На общегерманском транспортном рынке сегодня зафиксирована масштабная и крайне опасная волна цифрового мошенничества именно с оплатой проездных билетов. Сетевые аферисты требуют от граждан перевести им фиксированную сумму в размере 63 евро, выдавая себя за официальных представителей главной железнодорожной компании страны Deutsche Bahn. Буквально 3 года назад, напомню, единый проездной билет Deutschland Ticket по-настоящему перевернул всю абсолютно систему работы общественного транспорта в немецких землях. За фиксированную плату в 63 евро в месяц абсолютно каждый житель получил законную возможность безлимитно пользоваться городскими автобусами, трамваями, метро и региональными поездами абсолютно по всей территории государства. Людям больше не нужно было разбираться в сложных тарифных зонах, скачивать десятки локальных приложений и переплачивать за пересадки. Реформа оказалась настолько, друзья, успешной, что на сегодняшний день, согласно свежим базам данных федерального правительства, этот единый проездной есть уже у 14,5 миллионов человек. Естественно, столь огромная аудитория мгновенно превратилась в привлекательную цель для преступных группировок, желающих нажиться на чужой невнимательности. Ежегодно из-за фишинговых атак и поддельных рассылок жители Германии теряют большие суммы денег. Теперь интернет-преступники вплотную взялись и за владельцев цифровых подписок на транспорт. Федеральный союз защиты прав потребителей уже вовсю бьет тревогу, в сети появилось очень качественно выполненное поддельное письмо, на которое массово попадается пользователь. Действуют мошенники нагло и профессионально. Они полностью копируют фирменный стиль перевозчика и присылают человеку на электронную почту поддельное требование об оплате задолженности. Фальшивка выглядит весьма правдоподобно. Официальный отправитель в строке указан как дочернее предприятие DB Fairtrip GmbH, а в теме письма крупным шрифтом указано последнее предупреждение. В самом тексте сообщается, что ежемесячный платеж за подписку в размере 63 евро якобы не смог автоматически списаться с вашего банковского счета из-за технического сбоя, и теперь от вас требуют вручную перевести эту сумму на указанный в теле письма на международный номер АИБ. Преступники технично давят на человека эмоции, на оплату долга они дают всего лишь 48 часов, а в случае просрочки предупреждают о возможном начислении дополнительных сборов и штрафов. Общая сумма, которая якобы может достигнуть, это 170 евро, а также заявляют о возможности передачи дела коллекторским агентствам и юристам. Как же тогда вовремя распознать этот хитрый обман и не потерять свои деньги и избежать ловушки мошенников? На самом деле, если отбросить панику и внимательно присмотреться к самому тексту, фальшивка довольно быстро начинает выдавать себя.
Самое главное, что нужно запомнить раз и навсегда. Настоящая государственная компания Deutsche Bank в текущем году никогда, ни при каких обстоятельствах не станет требовать от вас ручного перевода денег на какие-то сторонние счета в банках. Все легальные финансовые расчеты, продление подписок и списание задолженностей у них происходит исключительно, друзья, через официальные защищенные каналы связи, личный кабинет пассажира или напрямую через авторизированное мобильное приложение, где привязан ваш личный банковский профиль. Второй серьезный прокол аферистов, который сразу бросается в глаза, это подозрительный адрес электронной почты отправителя. Если вы развернете техническую строчку в заголовке письма, то вместо официального корпоративного домена немецких железных дорог можете обнаружить случайный набор букв. Преступники часто используют бесплатно зашифрованные почтовые ящики на сторонних, скажем так, швейцарских серверах вроде Proton Mail или других зарубежных платформах. Кроме того, само приветствие в тексте обычно максимально близко и стандартное. К вам обращается просто «уважаемый клиент» или «дорогой пассажир», без указания вашего реального имени, фамилии и персонального номера договора подписки на проездной, который официальная компания обычно знает заранее. Вдобавок, друзья, ко всему, в содержании таких фальшивок нередко встречаются логические несоответствия и неточности перевода. Например, в начале послания авторы могут рассуждать о якобы положенном вам возврате средств за прошлые поездки, а уже в следующем абзаце внезапно переход к требованиям срочно погасить несуществующую задолженность. Ну и, конечно, одним из главных признаков фишинга остается попытка создать у человека чувство тревоги и искусственной срочности, друзья. Крупные немецкие компании обычно действуют совершенно иначе. Если у вас действительно возникнут проблемы с оплатой, вам, как правило, сначала направят несколько официальных уведомлений, предложат варианты решения вопроса и предоставят, конечно же, разумные сроки для ответа. Они будут сразу угрожать штрафами, судебными расходами или передачей дела третьим лицам. Именно поэтому Федеральный союз защиты прав потребителей настоятельно просит граждан сохранять холодную голову и дает несколько важнейших инструкций по безопасности. Если все-таки вы обнаружили в своем электронном почтовом ящике такое подозрительное послание, эксперты рекомендуют немедленно предпринять несколько четных превентивных шагов, чтобы максимально обезопасить свои сбережения. Первым делом зайдите в свое официальное мобильное банковское приложение и проверьте, действительно ли списались деньги за ваш тот текущий проездной билет. Дополнительно можно заглянуть в верифицированный личный кабинет на сайте транспортного оператора или, например, позвонить на официальную горячую линию перевозчика, чтобы напрямую у сотрудника уточнить реальный статус вашей подписки. Второе важное правило безопасности. Ни в коем случае, друзья, и ни при каких обстоятельствах не отвечайте на это письмо. Не вступайте с отправителями в переписку, не отправляйте уточняющие вопросы и даже не пытайтесь ничего выяснить через ответное сообщение. Для мошенников любой ваш, друзья, ответ – это тот сигнал, что ваш почтовый адрес активен, после чего может последовать новая волна фишинговых писем. Если же худшее уже произошло и вы все-таки в состоянии паники подались давлению, перевели эти 63 евро на чужой IBAN или случайно, скажем так, ввели свои пароли и личные данные на поддельной странице, действовать здесь нужно максимально быстро. В ту же секунду быстренько берете и звоните по экстренному номеру своего банка. Требуйте немедленно заблокировать вашу карту, попытаться отменить последнюю транзакцию по процедуре оспаривания операции и сразу же подаете официальное заявление в полицию Германии, прикрепив все соответствующие доступные скриншоты. Если вы вовремя распознали обман, просто отправьте это письмо в папку со спамом или еще лучше удалите его. Каждому жителю Германии важно четко понимать, что подобные преступные схемы постоянно меняются, адаптируются и появляются в новых форматах. Буквально недавно аналогичным способом, вы, наверное, знаете, массово обманывали клиентов крупнейшего коммерческого банка Коммерцбанк.
Тогда людям рассылали поддельные уведомления с требованием срочно обновить личные данные в приложении под угрозой якобы возможной блокировки счетов. Кстати, если к вам на почту пришло любое подозрительное сообщение, вы можете переслать его на официальный электронный адрес Федерального союза защиты прав потребителей. Так, эксперты смогут быстрее внести такие фальшивые адреса и схемы в базы предупреждений и предупредить, соответственно, других пользователей. На этом наш подробный аналитический выпуск на сегодня, друзья, полностью завершен. Завтра я снова буду ждать вас здесь же, на нашем канале, со свежими порцией самых честных, глубоких и актуальных новостей. Если вам понравился сегодняшний живой разбор дорожной реформы и правил безопасности, обязательно подписывайтесь, ставьте свой лайк и спасибо за просмотр до самого конца.